Несмотря на споры и дебаты, ведущиеся в парламенте с 2010-х годов, в Турции все еще действует запрет на раздельное образование мальчиков и девочек в школах и университетах, как это предписано исламом. Недавно в отношении директора Анатолийской средней школы имени Мехмета Качдагы Абдурахмана Йылмаза по просьбе родителей, организовавшего раздельное обучение, было начато расследование, в результате которого дисциплинарный комитет региона по народному образованию осудил инициативу руководителя учебного заведения. Сообщается, что решение было принято под влиянием секуляристов. В этой ситуации преподаватели поддержали директора школы, обвинив левые силы в принятии решения о его наказании. В 2021 году группа женщин-преподавателей попыталась открыть женский исламский университет в городе Конья. Инициатива была поддержана многими политиками и известными исламскими деятелями. Однако разрешение так и не было получено. И это при том, что президент Эрдоган, в прошлом выпускник религиозной школы, давно говорил о планах вырастить богоугодное поколение и изменить национальную учебную программу. В последний раз данная тема была поднята министром образования Юсуфом Текином месяц назад. Первоначальный аргумент семей, которые не отдают своих девочек в школу: «Я не хочу отправлять своего ребенка в ту же школу, где учатся мальчики. Чтобы убедить родителей, мы должны иметь возможность открыть школы для девочек». Однако, несмотря на высказывания политиков, негласный запрет на раздельные школы все еще существует. Исключение составляет школы имам Хатыб, предполагающие обучение детей только одного пола или разделение под крылом одного здания. Однако обучение в них начинается только с 5 класса. Поэтому существует общественный запрос на раздельную учебу с 1 класса. Мне понравилось то, что вы нам задавали такие задачи, у которых нет ответа. И каждый придумывает что-то сам. Я делал лапшу домашнего изготовления, из яиц домашних. И получается 500 грамм у меня стоит 300 рублей. Мы с братом организовали такой проект. Сначала он продавал магнитики, сувениры такие пластмассовые, а потом закупил деревянные изделия. Делаю украшения из эпоксидной смолы, и то, что я делаю, нравится людям. Видя, как они соревнуются друг с другом, наслаждаются решением этих задач, я понимаю, что их жизнь будет ясной и понятной с точки зрения решения любой жизненной проблемы. Ведь наша жизнь — это не 2+2, наша жизнь — это череда открытых задач. Научи детей финансовой грамотности вместе с Muslim Future. Подробности в описании к этому видео.